Привет, YouTube, Максим Густарев на связи. И сегодня мне хотелось бы показать вам 10 забавных механик в фотошопе, которыми вы, скорее всего, не пользуетесь, а зря, ведь они могут сделать ваши фотографии более интересными. Поехали. Начнем мы с одной из моих любимых механик, с которой, в принципе, начался мой YouTube. Открываем фотографию, далее выделяем инструмент Object Selection Tool. Его можно активировать нажатием на клавишу W. Сверху клацаем на галочку Object Finder, и Photoshop автоматически определяет объекты, находящиеся в кадре. Здесь наша задача сделать модель более активной визуально, то есть перераспределить яркостные акценты, затемнить задний план. Таким образом, когда вы затемняете немножечко задний план, внимание зрителя падает на модель, делается это в пару секунд, и не забывайте, пожалуйста, об этом. Это очень классный способ сделать вашу фотографию более выразительной. Вы просто клацаете на саму модель. У нас появляется обтравка, далее мы создаем корректирующий слой кривые и немножечко затемняем экспозицию. Инвертируем маску нажатием на Command-I. Вуаля, готово. До-после, до-после. Затемнение заднего плана приводит к очень классному эффекту вытеснения модели от него. Иными словами, мы раздвигаем планы, отдаляем их друг от друга. Центральный план от фона. Это классно, это легко и просто делается в 2 счета. И применять это можно на абсолютно разных фотографиях. И не обязательно это делать только с фоном. Зачастую в портрете на пленэре, когда мы фотографируем пейзаж, у нас на заднем плане может быть небо достаточно ярким, вы можете выбрать инструмент Object Selection Tool, кликнуть на небо, также создать корректирующую кривую и немножечко затемнить яркость заднего плана именно неба. Это тоже придаст вашей фотографии некой гиперреалистичности, потому что вы выровняете контрасты верхней части, нижней части фона, и при этом модель все же будет более визуально активна. На всех фотографиях это реально работает классно, поэтому опять же повторюсь, первая механика является одной из моих самых любимых, и ей я настоятельно рекомендую вам пользоваться. Маленький нюанс по инструменту Object Selection Tool. На данный момент обтравить модель вы можете 3 способами. Вариант первый: просто кликаете на Object Selection Tool и кликаете на модель. А также у нас есть 2 варианта обтравки через клавишу Select Subject. Мы можем выбрать для анализа объекта само устройство, на котором происходит обработка ваш ПК, либо вы можете проанализировать вашу фотографию в облаке на серверах Adobe. Как правило, на серверах Adobe эта штука работает чуть более качественно, но лучше будет, если вы просто ручками проверите, какой из 3 этих вариантов даст вам лучший вариант обтравки. Раз на раз не приходится, поэтому лучше проверяйте. Механика номер 2 — это соляризационная кривая при частотном разложении. Когда мы с вами делаем частотное разложение, это можно делать простым экшеном, как я просто нажимаю на клавишу F5, у меня уже забинден экшен. Обязательно посмотрите это видео, я об этом уже 10 тысяч раз рассказывал и даже экшен для вас записал. Кстати, сейчас я его обновил, он уже новенький, его можно скачать по ссылке в описании. Делаем обычное частотное разложение. Для этой фотографии я выберу радиус в 10 пикселей, нажимаю ОК. По классике в верхних частотах мы немножечко чистим текстуру, а дальше переходим к нижним частотам. И зачастую, если в вашей фотографии очень низкий контраст, вам очень сложно на глаз выравнивать светотеневой рисунок. Вы не понимаете, а куда вам нужно мазюкать кистью, чтобы все стало ровненько. И здесь на помощь нам приходит простая соляризационная кривая, которая засовывается над слоем низких частот. Я ее активирую, и вот так вот выглядит у нас уже картинка. Здесь мы себе отдаем отчетность в том, насколько текстурированы у нас низкие частоты. Все вот эти неровности, которые здесь мы идентифицируем, могут быть потенциально сглажены. Сейчас мы работаем на слое низких частот, и без галочки Sample All Layers, чтобы у нас работа происходила только на слое низких частот, мы начинаем аккуратненько это все дело сглаживать, чтобы минимизировать все ненужные рельефности. Я не замыливаю картинку в хлам. Соляризационная кривая, в принципе, мне позволяет понять, в каких радиусах и по каким траекториям у нас располагаются светотеневые горизонты. Вот у нас есть светлая точка, вот у нас есть темная точка, и от нее наш свет плавненько переходит от тени к свету. Я вижу радиусы света, и моя задача их просто немножечко сгладить.
Ну а после смягчения нижних частот мы просто удаляем этот слой, либо скрываем его без разницы, и наше частотное разложение готово. Скачать экшен вы можете у меня в телеграм-канале, ну а за это с вас лайк. Если ваша модель ориентирована в пространстве нестандартно, то есть лоб сверху, подбородок снизу, это стандартно. Но если она развернута, лежит, не знаю, кверх ногами, вам уже сложно идентифицировать ее овал лица и понять, как должен на нем располагаться светотеневой рисунок. Когда вы делаете частотное разложение, то в такой наклоненной ориентации мы не понимаем, а как свет должен располагаться на скулах, а как он будет падать на шею, и какие светотеневые рисунки будут в носогубном треугольнике, так как в реальной жизни мы людей не воспринимаем под таким углом. Лучше всего здесь развернуть холст. Для этого вам нужно нажать на клавишу R, активировать инструмент ротация холста и просто повернуть холст таким образом, чтобы ориентировать лицо более классический. Подбородок снизу, лоб сверху. Здесь я уже намного лучше понимаю, просто интуитивно, то, что вот здесь должны быть тени, здесь должны быть тени, они отбрасываются нижней челюстью. И в таком виде мне намного удобнее ретушировать портрет. Кстати, здесь же можно подрубить соляризационную кривую и тоже через нее все аккуратненько сделать. Важно понимать, что сейчас мы не развернули сами пиксели, мы развернули всего лишь холст. Для того, чтобы вернуть все в первоначальное состояние, вам достаточно нажать на клавишу Escape, и холст сориентируется обратно. Четвертая механика — это колоризация черно-белой фотографии для достижения альтернативного варианта скинтона. Допустим, у вас есть снимок с непонятным скинтоном. Здесь у нас появляется, как видите, синий рефлекс на лице. Также у нас цветные ногти, которые мне хотелось бы сделать другого, наверное, оттенка. И интересно посмотреть, что по этому поводу думает сам Photoshop. Я дублирую слой нажатием клавиш Command-J. С помощью Shift-Command-U я обесцвечиваю картинку, далее иду в фильтры, нейронные фильтры и клацаю на галочку Colorize. Photoshop автоматически разукрашивает фотографию. Здесь вы можете немножечко додвигать на ваше усмотрение баланс белого, но на мой взгляд здесь и так идеальный скинтон. Нажимаем ОК и смотрим до-после, до-после, до-после. Этот цветной слой я наложу в режиме наложения Color. Тогда у меня сохранится изначальная яркость картинки. И также мне хотелось бы оставить синий цвет рубашки, поэтому я создам простую маску на лице. Создаем маску, инвертируем ее и пробегаемся белой кистью по лицу модели. До-после, до-после. Также эта механика очень круто отрабатывает на совсем нестандартном освещении. Портрет в красном LED цвету. Дублируем слой, обесцвечиваем его через Shift-Command-U, идем в фильтры, опять же открываем нейронные фильтры, клацаем на колоризацию. Чуть-чуть я добавлю сюда розовоты и нажимаю ОК. Самую малость поиграю с Color Balance для того, чтобы сделать тени чуть более прохладными, а цвета все-таки увести в теплый желтый. И объединим эти два слоя. До-после, до-после. Просто как альтернатива вашему нестандартному освещению, эта механика заслуживает места в нашем списке. Следующая хитрая механика касается пластики модели без инструмента пластика, и ей я постоянно пользуюсь. Это удлинение ног через свободное трансформирование, но хитрым образом. Если вы сейчас посмотрите на фотографию до-после, то вы увидите то, что у модели, помимо талии, которая сделана в инструменте Liquify, еще и удлинены ноги, которые делаются как раз через свободное трансформирование. Открываем оригинальный файл, активируем инструмент прямоугольное выделение, нажав на клавишу M, выделяем нижнюю часть фотографии до бедер модели, можем нижнюю часть кадра продублировать, зажав Command-J. Как видите, у нас появляется отдельный слой с нижней частью. Нажимаем Command-T и протягиваем нижнюю часть кадра немножечко вниз. В данном случае у нас удлинились бедра, немножечко удлинились ступни и пол. В целом это незаметно, но иногда ступни могут стать очень длинными. И чтобы этого избежать, мы должны с вами модифицировать наш способ. Удаляем слой, выделяем нижнюю фотографию также до бедер, копируем этот слой и немножечко его смещаем вниз. Я это делаю, нажав клавишу Shift и стрелочка вниз. До-после, до-после. Я просто сместил слой вниз. Далее прямоугольным выделением я выделяю верхнюю часть нашего скопированного слоя. Еще раз дублирую его. Теперь у нас имеется отдельный слой только с ногами, который мы будем растягивать. Нажимаем Command-T, увеличиваем картинку
и двигаем изображение до изначальной линии отреза. И нажимаем ОК. Что у нас вышло? Нижняя часть фотографии осталась без изменений. Верхняя часть фотографии также осталась без изменений. И только бедра мы удлинили. До, после, до, после. Следом у нас идет шестая механика, которая позволяет сделать пластику на модели, опять же без инструмента Liquify. Делать ее мы будем через Puppet Warp. Но для того, чтобы все произошло идеально, нам нужно отклеить модель от фона, ее вырезать. Нажимаем клавишу W, активируем инструмент Object Selection Tool, далее клацаем на Cloud для более точной обтравки модели и нажимаем на клавишу Select Subject. Как видите, в данном случае Select Subject у нас не обтравил руку, поэтому к этому выделению я еще добавлю стандартный Object Finder через Shift. Я просто кликаю на область, вот эту фиолетовую, которая здесь обтравилась, и она у меня дополнительно склеится с изначальной маской, которая появилась благодаря инструменту Select Subject, то есть как бы две маски в одном. У нас здесь еще и палец захватился какой-то несуществующий, его я удалю, нажимаю Options, появляется минус, и я его просто вырезаю из нашей области. Можно, конечно, эту маску еще более сильно модифицировать, но мы запариваться не будем, она и так нормально. Дублируем содержание слоя Command-J, наша модель появилась на новом слое сверху. Далее с помощью клавиши Command мы клацаем на иконку нашего слоя, тем самым мы возвращаем выделение на модель, нашу обтравочную маску. Теперь нам нужно, сейчас я скрою слой Layer 1, теперь нам нужно модель вырезать с фона. И если мы просто ее вырежем через, к примеру, Fill Content Away, то вы увидите, что остаются границы. Вот эти границы очень легко избежать. Отматываем все назад, идем в Select, Modify, Expand. То есть мы расширяем нашу обтравку на несколько пикселей. Ну, давайте ее на 5 пикселей расширим. Далее мы уже идем в Content Away Fill, к примеру, инструмент. Просто нажимаем на ОК. И вот вроде что-то как-то он там залил это все дело. Нам не важно, потому что мы возвращаем нашу модель. Все, наш кадр в принципе остается без изменений. И теперь к этому слою мы можем применять инструмент марионеточная деформация. Идем в Edit, Puppet Warp. Убедитесь, что у вас стоит галочка Show Mesh для того, чтобы вы понимали, что вы вообще будете двигать. Простым нажатием на Mesh вы можете фиксировать определенные части тела. В нашем случае я поставлю ключевые точки на бедра и одну точку на руку. Теперь я могу двигать модель за руку. Да, она может вот так вот играть в волейбол. И смысл здесь в том, что вы можете придать своей модели нужную вам форму. Для того, чтобы лучше видеть то, что происходит у вас на экране, здесь уже можно Show Mesh галочку убрать для того, чтобы видеть только модель и придать ей более эстетичную, на ваш взгляд, форму. Чуть-чуть удлиню руки. Готово, нажимаем на галочку и смотрим до-после. До-после. Опять же, если у вас какие-то пустоты и недочеты, артефакты вылезают, ничего страшного, вы можете создать новый слой и через Remove Tool, убедившись, что у вас стоит галочка Sample All Layers, все эти артефакты замазать. В том числе и вот эту недостающую перекладину. Объединю эти слои и смотрим до-после. До-после, до-после, до-после. Седьмая механика позволит вам более точно синхронизировать цвет на уже открытых фотографиях в Photoshop. Когда вы смотрите на картинку, потом переходите на следующую фотографию, обрабатываете ее, а потом перекидываетесь на третью фотографию, обрабатываете ее. Очень часто бывает, что картинки в результате не едино смотрятся. Какая-то фотография может быть, ну, допустим, слишком синей. Для того, чтобы видеть это наглядно, вам нужно видеть side-by-side фотографии. Сделать это, опять же, можно быстрым перекликиванием вкладок в Photoshop. Я сейчас нажимаю на клавишу Ctrl-Tab, таким образом перекликиваю изображение и вижу, что да, действительно, вот этот кадр очень сильно выделяется среди остальных. Либо вы можете просто организовать рабочее пространство через Window Arrange два вертикальных кадра и сравнивать фотографии side-by-side уже в таком виде. Вы смотрите на картинку референс и делаете цвет на картинке слева. В данном случае создаю корректирующий слой Color Balance, выделяю тени и делаю их теплее, ну потому что они явно у нас слишком синие. Если вы хотите видеть
снимок, над которым вы работаете full screen, а не на половинке экрана, вам не обязательно идти в Windows Range и перекликивать здесь эти кнопочки. Достаточно просто нажать F. И ваша фотография откроется на полный экран с сохранением всех инструментов. Вы сделали здесь ретушь, сделали еще что-то, и потом в самом конце вы опять отжимаете F несколько раз, у вас открывается вот этот каскад изображений, которые позволят вам более точно сравнить цвета во всей серии. Можете выбрать несколько изображений и вот так вот их проглядывать. И если вдруг где-то какой-то кадр будет выделяться, вы нажимаете на него, нажимаете на клавишу F, и он у вас открывается full screen. Этой механикой я пользуюсь сейчас очень часто, она мне помогает нормализовать цвета в серии, поэтому пользуйтесь. Восьмая механика сокрыта в инструменте Blend If, который просто нуждается в отдельном ролике, я обязательно его запишу. Сейчас просто покажу маленький лайфхак. К примеру, у вас есть снимок, но кожа на лице модели не имеет верхних цветов, то есть вот самых ярких бликов на лице, а хочется эти блики немножечко добавить, такой небольшой объем. Я могу сдублировать слой через Command-J, наложить его в режиме наложения, к примеру, Overlay. Ну, вы можете прокликать, посмотреть, какие режимы наложения лучше подходят для того, чтобы активировать эти блики. Здесь хорошо, кстати, работает Hard Light, к примеру, и Overlay нормально работает. Давайте остановимся на Overlay. Что произошло? Мы просто взяли, наложили контраст изначальной картинки на нее же, и получилась супер переконтрастная картинка. В тенях она стала темней, а в цветах она стала светлей. Наша задача оставить это усиление контраста, но только в самых ярких областях. Поэтому мы двойным кликом открываем инструмент Layer Style и снизу видим инструмент Blend If. Мы с вами берем самую левую нижнюю галочку и тянем ее вправо. Таким образом мы начинаем маскировать самые темные области. Они возвращаются в изначальную яркость, в изначальный контраст. Доходим где-то до середины, нажимаем на клавишу Options, разбиваем левым кликом этот ползунок. Таким образом мы создаем плавный градиент воздействия этого слоя и нажимаем ОК. И смотрим на результат. До, после. Как вы видите, у нас появляются блики как раз на самых ярких участках. Если их слишком много, вы можете левую границу, нижнюю границу нашего диапазона подвинуть еще правее и тем самым уменьшить количество этого блика. Ну, либо же просто снизить прозрачность нашего слоя. Девятая механика является проверочной. Бывает такое, что мы работаем на яркости монитора, выкрученной на максимум, и фотография изначально темная может смотреться нормально проэкспонированной. И проверить эту экспозицию мы можем элементарным корректирующим слоем кривые. С зажатым Options вы можете двигать точку черного и точку белого для того, чтобы идентифицировать недоэкспонированные и переэкспонированные зоны в фотографии. Присутствует ли точка белого и точка черного? И если ее нет, то вы ее можете найти. Я зажимаю клавишу Options и начинаю двигать точку черного вправо. У меня появляется вот такой цветной поканальный маркер, и как только появляется какая-то черная область, я вижу, что вот в волосах, где-то рядом с ухом Оксаны, этот черный цвет проявляется. Значит, это для меня сразу триггер, что я должен остановиться. То же самое я делаю справа. Я начинаю двигать точку белого, как видите, ее в кадре нету. Я ее двигаю влево до того момента, пока не получу на лице пересвет в красном канале. Как только я начинаю видеть пересвет, вот этот маркер красного канала, все, для меня это тоже триггер, что я должен остановиться. И сейчас с помощью корректирующего слоя кривые, с помощью поимки точки черного и точки белого я максимально распространил динамический диапазон кадра в динамическом диапазоне самого JPEG файла. Таким образом, я имею полное заполнение всех яркостей кадра и имею максимально продуктивный файл. У него максимально высокий КПД, он занимает все пространство яркостей. И я уверен, что на любом мониторе такой рисунок будет выглядеть достаточно контрастным. Он не будет ни переэкспонированным, он не будет ни перезатемненным, он будет строго нормальным. Заключительная 10-я механика понравится тем, кто любит показывать свои фотографии до-после. Особенно если в вашем файле очень много корректирующих слоев. Вы можете сэкспортировать анимированную гифку с поступенчатой обработкой того, что вы натворили. Мы идем в файл,
Export Save for Web Legacy. У нас открывается отдельное окно, в котором мы должны выбрать формат файла GIF. Снизу мы также замечаем, что у нас появляется 20 фреймов в нашей картинке и можем их сразу просмотреть. Нажимаем клавишу Save и сохраняем в необходимое нам место, как Image-Only вариант. Вот такая гифка у нас получилась, которую мы можем выложить к себе в портфолио, на Behance, к примеру, ну, либо закинуть в сторисинки. На самом деле, таких механик в Photoshop намного больше. Я записал отдельный ролик для подписчиков Boosty и Patreon, в котором рассказал еще о таких прикольненьких фичах. Обязательно подпишитесь, поддержите мой канал, ну и прокачайте свои навыки крутого фотошопера.